Всех, кто следит за компанией «Тибетская формула». Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете мне в вебинарной комнате моего сайта aduiko.com. И прямо сейчас хочу вам сказать, что тема нашего сегодняшнего, хотел сказать, заседания, наверное, вебинара, метаболический синдром, ожирение и как как с этим справляться, каким образом можно убрать ожирение. И прямо сейчас хочу сказать, что во время данного вебинара будет проходить акция. Это скидка 15% на препараты гликоцитрохромин, красивая фигура 1, красивая фигура 2 и глюконорм. Данные препараты с успехом борются с заболеваниями ожирения, также в ходе лечения заболеваний сахарный диабет второго типа могут существенно улучшить самочувствие и состояние человека. Наряду с основными проблемами человечества, которые называются ожирение, могу сказать, что данные препараты очень хорошо себя зарекомендовали. Сегодня я о них расскажу. Здравствуйте, Ольга Калинина, Татьяна Жи. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо огромное за ваши знания и труд, которые посвящаете людям. Разрешите мне задать вопрос. Мне 47 лет, проблема с волосами. Особенно последние полгода волосы стремительно выпадают, стали редкими, много седины, приходилось пользоваться красками для головы. Может, это и вредит волосам, только оказалось от маски. Использую ваш шампунь с протеинами пшеницы, витамины, максидерил, гарнокоса, пью-каолин. Пробовала наносить маску для волос интенсивно, но, к сожалению, без результата. Андрей Андреевич, подскажите, может причина в другом? Возможно ли такие негативные проявления на фоне использования противозачаточных таблеток в течение 5 лет по назначению врача? Так и есть. В большинстве своем противозачаточные таблетки изменяют гормональный фон, обычно путем увеличения эстрадиола. Как известно, увеличение эстрадиола и, в общем-то, любые, даже незначительные колебания гормональные, особенно в области половых гормонов, приводят в дальнейшем к тому, до любых гормонов, любое изменение эндокринологическое, любое изменение состояния или колебания состояния психического приводят в дальнейшем к высыпанию волос. При гипофункции щитовидной железы происходит интенсивное выпадение волос. При заболевании сахарный диабет второго типа происходит интенсивное выпадение волос. При депрессиях и даже дистониях могут происходить, бессонницах могут происходить выпадение волос. Естественно, при отсутствии или переизбытке тестостерона, при отсутствии или переизбытке эстрадиола могут происходить выпадение волос. Каким образом необходимо их восстанавливать? Калий содержащие продукты и калий содержащие препараты восстанавливают рост волос. Кальций содержащие продукты и кальций содержащие препараты ухудшают состояние волос и приводят к их выпадению. Таким образом, могу вам посоветовать наносить маски из меда. В меду находится большое количество калия. Использовать в виде компрессов наши препараты. Это препарат уралис или манкулит. Можно смазывать или обмывать волосы. Очень хорошо использовать массаж. Это народный способ массажирования поверхности головы, используя массажную расческу. 100 раз, там 50 раз в одну сторону, 50 раз в другую сторону, это очень помогает. Там писали люди, спасибо, Андрей Андреевич, начала принимать препарат железняк, на протяжении 2 месяцев перестали выпадать волосы, волос начал расти интенсивно и так далее. Также в нашей компании создан особый препарат, это препарат называется Волосатекс, он способствует быстрому росту волос. Естественно, хотел бы сказать, что не стоит все-таки принимать противозачаточные препараты, так как существуют другие способы контрацепции. Используйте другие способы контрацепции, возможно, там вагинальная контрацепция или возможно введение какая разница, я не специалист в этом. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, вред или польза ботокса для лица? Очень важно ваше мнение. В целом я противник любой инвазии. Я противник любой подкожной инвазии. Я считаю, что это со временем все равно должно вызывать либо отторжение, либо
борьбу с имплантом, каким бы он ни был, жидким или там каким-то особенным, конечно же, это может сказаться на снижении иммунитета человека. Конечно же, за счет этого снижается эластичность и тонус и мышечной мускулатуры, и гладкой мышечной мускулатуры, изменяется общая симметрия лица и, наверное, и мышц, и, наверное, еще и каркаса костных тканей головы, ну и так далее. Я считаю, что, по моему мнению, я считаю, что женщина красива в каждом времени своей жизни и, в общем-то, всегда может быть красивой. Итак, сегодня бы мне хотелось поговорить вот о чем. А вы знаете, что еще 1 век назад, 100 лет назад, сахарный диабет 2 типа не был диабетом инсулиновым. То есть сахарный диабет 2 типа условно, сахарным диабетом 2 типа условно считалось ожирение человека. Так обычно и бывает. Когда человек начинает хорошо кушать, много отдыхает, у него очень много углеводов в рационе питания, у него формируется метаболический синдром, в ходе которого появляется, это все прикрытие, и прикрытие определенного слова. Это слово звучит так: ожирение. Когда у человека появляется жировая прослойка, особенно в области живота, в области боковых частей живота, и, конечно же, в случае, если говорить о жировой прослойке, которая находится у человека, то можно сказать, что жировая прослойка — это тоже гормональная система, и это гормональная система, которая выделяет, как ни странно, и накапливает инсулин. Таким образом, когда у человека формируется сахарный диабет 2 типа или он сформированный, то лечить человека от сахарного диабета 2 типа, используя препараты с высоким содержанием инсулина, нет необходимости, так как это в большинстве своем только ухудшает состояние человека. А вы знаете, что 100 лет назад вот такое ожирение лечили голодом. Человека запирали в закрытое помещение, где он находился на протяжении целого дня, и перед самым вечером ему давали 50 или 100 граммов, ну 100 нет, 50 граммов водки или спирта даже, чтобы он выпивал разведенной с водой маленькими глотками. И это действительно снижало количество инсулина, человек начинал худеть и так далее. Сегодня мне бы хотелось немножечко об этом сказать. Дело в том, что в тот момент, когда человек хочет похудеть и не будет никаким образом обращать внимание на свое питание, то я хочу вам сказать, что сделать это невозможно. Второе, очень часто остывание нашего тела приводит к тому, что у нас появляется ожирение. Именно поэтому закаливание, именно поэтому переохлаждение тела, любовь к холодной воде, оно может привести человека к тому, что у него появляется избыток жировой ткани. Дальше, предпосылки к употреблению пищи. У некоторых людей есть предпосылки к употреблению пищи, и они больше любят крахмал содержащие продукты питания, они любят углеводы. А я бы хотел вам дать совет такой. Если у вас есть жировая прослойка в любом месте, начинайте соблюдать диету. Каким образом? Первое, не употребляйте пищу больше 2 раз на протяжении дня. Второе, во время употребления пищи максимально старайтесь убрать крахмалы, максимально. Белый хлеб, черный хлеб, вермишель, дальше сосиски, колбаски, копчености, так как в них добавляют крахмал. Далее убирайте любые продукты питания, которые имеют сладкий вкус. То есть если вы прикасаетесь языком к пище, она имеет хоть немного выраженный сладкий вкус, есть ее нельзя. Особенно там, газированная вода подслащенная, особенно мед, он сладкий, да, есть нельзя. Третье, почему, когда человек начинает использовать вот такую диету,
перестает использовать в процессе питания крахмалы и сладкую пищу, почему у него появляется ощущение ухудшения общего физического состояния, начинается тремор рук иногда, появляется агрессивное состояние. Дело в том, что не стоит забывать, что жировая ткань в момент ее расщепление является токсическим компонентом для нашего тела. То есть происходит процесс увеличения липопротеидов низкой и очень низкой плотности, повышается холестерин в этот момент. И существует ряд продуктов питания, которые я рекомендую использовать в ходе похудения, для того, чтобы это похудение прошло комфортно, мягко и незаметно. Первое. Это принятие препарата гликоцитрохромин. Это препарат моей компании. Как раз сейчас, во время этого вебинара, вы можете его приобрести со скидкой 15%. Препарат гликоцитрохромин я рекомендую принимать следующим образом. Послушайте внимательно меня. Утром, приняв горячий душ и нагрев свое тело под горячим душем, обязательно укутайтесь во что-нибудь, так, чтобы ваше тело почувствовало нагрев. Второе, что необходимо сделать, начните пить воду, добавив в нее 2 столовые ложки препарата гликоцитрохромин на 1,5 литра воды, так, чтобы питье такой воды заметно, в такой воде заметно ощущался вкус кислоты. Используйте эту воду на протяжении всего дня. Выпивайте ее на протяжении всего дня. Если начать использовать горячий душ на протяжении дня, а еще лучше, если 2 или даже 3 раза горячий душ так, чтобы было ощущение, что ваше тело нагрелось, при этом принимать гликоцитрохромин на протяжении дня, то на протяжении 1 недели не менее 3-4 килограмм вы будете сбрасывать. При этом токсического такого состояния у вас происходить не будет ни тремора рук, ни тошнить, ничего такого. Ну, возможно, 1-й день только. А так вообще вы заметите общее улучшение самочувствия, снизится артериальное давление, улучшится общее состояние. Но очень важно в этот момент использовать все-таки пищу, в которой нет крахмалов и нет глюкозы. Дальше. Если вам необходимо более интенсивно сбрасывать избыточный вес, вам необходимо принимать вот что. На первое место я бы мог поставить, наверное, тройные каши. Дальше узвары из растений, вот капуста вареная, если ее сок принимать, вот узвар от капусты вареной принимать, то очень быстро худеешь. Дальше семена горчицы, горчица, любые горечи, любые кислоты, кислая пища, щи, капуста квашеная, капуста сырая, салаты с капустой. Максимально устранять молочные продукты питания. Таким образом, без физических упражнений, а используя только вот такое питание, вы сможете очень быстро и очень эффективно убрать избыточный вес. Перец, горчицу, яблочный сок, он кислый можно, вишневый сок в случае, если он кислый. Сейчас как раз есть эхиноцея, можно эхиноцею заваривать, потому что эхиноцея может помочь избавиться от ожирения. Я когда-то говорил о камыше. Можно использовать камыш, брать сухие листья камыша или высушенные листья камыша, можно и со стволом. Высушивать, заваривать 1 столовая ложка 2 стаканами воды, пить на протяжении всего дня. Вес снижается, сахарный диабет исчезает, сахарный диабет 1-го типа тоже улучшает общее состояние, дальше иммунитет улучшается, что сказывается на уменьшении употребления инсулина, общее состояние улучшается в сотни раз. Елена, здравствуйте. Андрей Андреевич, подскажите, можно ли беременным использовать магию ниток и колец при проблемах со здоровьем? Очень повышается давление. Да, можно.
Владимир Гайдук. Добрый день. Позитивного вам дня. Всем присутствующим приятного времяпрепровождения. Спасибо. Лилия Артамонова. Здравствуйте. На сон грядущий в легких слышу свист, откашливаюсь прозрачной слизью, подкашливаю. Пропивала от кашля и травы грудного сбора. АТФ выписала пневмонорм популин, пока посылка не пришла. Не знаю, от чего это и как еще можно полечить прозрачная мокрота и кашель. Прозрачная мокрота и кашель может быть следствием не только заболевания легких, это может быть следствием заболевания сердца. Особенно в вечернее время такой свист и мокрота могут отходить в случае, если есть ишемическое заболевание сердца, формируется сердечная недостаточность. Что я рекомендую делать? Первое. На протяжении дня делайте глубокие вдохи и выдохи через таблетку валидола. Берете полтаблетки валидола, кладете себе в рот, делайте медленные глубокие вдохи с ментолом, наполняя легкие, выдохи с ментолом. Дальше. Второе. На протяжении дня пейте молоко с добавлением 1 чайной ложки смальца или бараньего жира или какого-либо жира еще. Третье. Делайте ингаляцию просто с солевым раствором. Берете физраствор, добавляете физраствор можно добавить 1-2 капли эвкалипта, добавить в камеру ингалятора и делать на протяжении дня вот такие ингаляции. Также в случае, если это не исчезнет, можно попробовать сделать с 1-2 каплями препарата гидрокортизон. Делать такие ингаляции 5-7 минут 2 раза в день, это заметно улучшит ваше состояние. У дочери обнаружили саркому правого плеча, и мы сейчас прилетели в Стамбул. Какие препараты вы нам посоветуете, кроме эмбрион стволовой? Какие мантры вы нам посоветуете, шумы? Все слушаем в Ютубе. Там есть шумы от опухолей, от злокачественных опухолей. Найдите и слушайте. А что я могу вам посоветовать? Вы же в Стамбуле находитесь. Какие препараты из моих препаратов посоветовать вам могу? Метикс, Диа, канцерамидин. Прикладывать к месту разрастания саркомы вещество, оно называется мазь Габбана. Улучшится ли состояние? Тяжелое заболевание, конечно, улучшится. Раз нашли, теперь вылечить можно будет на 100%. Здравствуйте, у меня по утрам светло-коричневая слюна, в горле ком и слизь, неприятное ощущение. Анализ слюны показал кандидоз. Пропила антиангин, лангин спрей, имудол и амигдалин. Пошла на УЗИ, камни в желчном пузыре. Камни в желчном пузыре. Сейчас. Ага. Камни в желчном пузыре 0,7 сантиметра. Скажите, что это может быть и что пропить из ТФ? Первое, что необходимо начать принимать, это кислое. Это обязательное условие. Убрать молочное и начать принимать кислую пищу. Кислые ягоды, кислый компот какой-нибудь из слив. Второе, утром принимать имбирный чай. Он уберет слизь у вас. Дальше кандидоз уберется препаратом альбикан по 2 таблетки 3 раза в день. Ну и особо хотелось бы поговорить о препарате лангин. В составе препарата лангин входит препарат или вещество лизоцим. Вещество лизоцим очень уникален. Почему? Дело в том, что лизоцим имеет мощнейшее антибактериальное действие. В случае, если налить 1/4 чайной ложечки в стакан воды лизоцима, то кандидоз носоглотки будет полностью устранен. Вы можете прочитать лизоцим в Википедии, и здесь вот указано антибактериальное действие лизоцима, противогрибковое действие лизоцима. Противогрибковые эффекты лизоцима были описаны в 90-х, в 960-970-м. Дальше противовирусное действие лизоцима, иммуномодулирующее, даже лечат присутствие на поверхности слизистой. Лизоцим повышает неспецифическую резистентность организма и способствует увеличению продукции секреторного иммуноглобулина А, важнейшей адаптивной составляющей мукозального иммунитета. Именно поэтому, если есть проблемы вот как раз с легкими, проблемы, связанные с поджелудочной железой, как при заболеваниях муковисцидоз, рекомендую использовать лизоцим. Самое важное — удерживать его во рту. Каким образом я рекомендую принимать лизоцим? 1 чайная ложка или 1/4 чайной ложки на стакан воды.
набирать в рот такую водичку и держать ее 1-2 минуты, после этого глотать. В случае, если есть отравление, также вот этим веществом лизоцим можно смазывать места грибкового поражения, допустим, ногтевые пластины, места псориаза, псориатические бляшки. Это все очень эффективно действует и угнетает заболевание и фактически излечивает человека от данных проблем. Также рекомендую использовать при вагинальном кандидозе, при заболеваниях молочница, 1 чайная ложка на 1 стакан воды спринцевания в вечернее время 1 раз в сутки. Андрей Андреевич, здравствуйте. У моего друга обнаружили плоскоклеточный рак горла. Что за болезнь, как ее лечить с помощью ТФ? Я хочу вас разочаровать. Скорее всего, наши препараты компании «Тибетская формула», они не могут вылечить рак. Дело в том, чтобы говорить такое, должен сделать клинические испытания данных препаратов, ввести их в лечебный протокол государства, в котором должны назначать данные препараты. У меня на это нет средств. Хотя я думаю, что некоторые из этих препаратов могли бы помочь человеку улучшить течение заболевания, но не с успехом вылечить, так как для того, чтобы вылечить, необходимы исследования. Тем не менее, я бы мог порекомендовать использовать препараты СОБА, канцерамидин, Карцекс, Диа и Метикс. Уважаемый Андрей Андреевич, давление 100 на 80, что это значит, как можно помочь? В случае, если давление у вас снижается очень, я рекомендую использовать кальций. Возьмите кальций с черникой или кальций цитра, или цитрат кальция в аптеке, кроме глюконата кальция, принимайте по 1 таблетке 2 раза в день. Когда давление снижается у человека, это говорит о том, что у него есть иммунный дефицит. Таким образом, вам необходимо знать, что путем поднятия иммунитета у вас будет улучшаться давление. Каким образом можно поднять иммунитет? Это можно попринимать, допустим, эхиноцею пурпурную в виде настойки. Из наших препаратов кальций с черникой, иммуногрант, презус монтесин. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Опять-таки хочу вам сказать, вы понимаете, вся особенность моя заключается в том, чтобы рекламировать свои препараты, ну и популяризировать их. И о каждой вашей просьбе, которую вот вы, о каждом вашем вопросе, который вы сейчас мне задаете, это вопрос имеет не узкий формат такой, это достаточно широкие такие вопросы, и они могут иметь очень обширное, широкий спектр, наверное, рассматриваемого вопроса. Допустим, там вопрос может звучать так: Андрей Андреевич, у меня шум в голове. И шум в голове может быть депрессией, артериальная гипертензия может быть на фоне бессонницы, а утром давление на фоне панических атак и там депрессивных каких-то эпизодов или биполярных состояний, там компульсии или обсессии. Ну и так далее. Каждый из ваших заданных вопросов, он широкий, о нем можно рассказывать долго. Естественно, я выхватываю какую-то вот гипотетическую одну такую точку и пытаюсь от нее отталкиваться. Ну, именно поэтому очень часто возникают вот такие, наверное, люди, или вот такие оппоненты, которые говорят о том, что а вот еще и вот так может быть. Я согласен. Может быть как угодно. Может быть как угодно. Настоящее лечение начинается с анализа крови, с анамнеза человека и так далее. Я же создал препараты, которые могут помочь системно избавить человека от заболеваний, профилактировать заболевания и, в общем-то, провести общую реабилитацию после перенесенных заболеваний. Улучшить или ускорить процесс выздоровления, улучшить самочувствие, изменить вес, витамины и так далее. Вера. Пересмотрела много препаратов ТФ, очень хочется приобрести для себя. У меня карцинома желудка. После 4 курсов химии стала хорошо себя чувствовать. На операцию не хочу делать. Нужно обязательно. Не верьте никому, операцию сделать необходимо. При карциноме желудка
очень быстро может произойти метастазирование. Даже в случае, если химиотерапия помогла вам и уменьшила размер опухоли, операцию вам все равно сделать необходимо. Так как вы будете все время находиться на вот такой пороховой бочке и ожидать времени, когда она непременно взорвется. Химиотерапия уменьшила опухоль, и, скорее всего, вы начали чувствовать себя лучше. Но опухоль, скорее всего, осталась. Опухоль, особенно карцинома желудка, обычно прорастает в стенки желудка, и уже спасти желудок, как правило, невозможно. Тем не менее, хочу сказать вам, какие препараты со своей стороны мог бы вам посоветовать. Это Карцекс, это Соба, это препарат Популин. Скажите, пожалуйста, от чего по утрам коричневая слюна? Коричневая слюна по утрам связана это с забросом желчи. Для того, чтобы не было заброса желчи, принимайте препарат Ликолила и Лунглин по одной таблетке 3 раза в день. Также увеличьте количество принимаемой кислой пищи. В горле собираются сгустки гнойные, постоянно откашливаю, при этом нет простуды. Чем можно полечиться? Это может быть стафилококк, а также это может быть кандидоз. И первое, и второе лечится препаратом лизоцим. Каким образом? 1 чайная ложка на стакан воды, полоскайте горло, пейте такую водичку. Принимайте препарат антиангин, канцерамидин и метикс по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Здравствуйте, у моей дочери в общем анализе крови повышен СОЭ 35. Лейкоциты в норме, врачи не могут найти причину. Если у девочки поднимается СОЭ, это может быть воспалительным процессом. Как правило, уже многократно замечено, что СОЭ, как правило, поднимается при любых воспалениях яичников. Это может быть перед овуляцией, после овуляции. Это могут быть простудные явления. Я считаю, что есть смысл обратить внимание на яичники. Попринимайте препарат Мензанорм и Женское здоровье. Скорее всего, именно эти 2 препарата и смогут убрать у него такое повышенное СОЭ. Снижение СОЭ — это любые противовоспалительные препараты. Есть 2 типа: гормональные и негормональные. Гормональные — это мидрол и преднизолон. Негормональные — это, их там очень много. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Начала высыхать нога, стала вдвое меньше и появились раны на пальцах ног. Подскажите, чем лечить? Скорее всего, это у вас на фоне сахарного диабета формируется атрофия тканей ноги. В случае, если это не так, то, скорее всего, на фоне, возможно, отключения ноги от нервных тканей или от кровеносных сосудов. То есть что-то там происходит не так. Естественно, для того, чтобы однозначно сделать какое-то или принять какое-то решение, необходимо сделать доплерографию нижних конечностей для того, чтобы понимать, является ли это заболевание сосудистое или неврологическое. Очень рекомендую обратиться к неврологу раз, и второе, к сосудистому врачу. Для того, чтобы провести доплерографию, а также посмотреть наличие рефлексов, сохранены ли они в вашей нижней конечности и так далее. Ну и сдать анализ крови, обратиться к эндокринологу. Если вы хотите, можно все 3 заболевания лечить одновременно моими препаратами, но это будет дорого, и не совсем понимаю зачем. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, какими препаратами ТФ можно помочь дочке? Сейчас 22 года, повышенный рост волос в области бикини и ног с 18 лет. Возможно ли это происходит из-за того, что она еще ни с кем никогда не встречалась вообще? Хотя девочка очень красивая, высокая, приходится каждый день брить. И еще что настораживает, так это очень большая грудь. Все это норма развития. Не стоит переживать по поводу очень эффективного роста волос. Это правильно, в этом ничего страшного нет. Не стоит этого бояться. Знаете, как люди очень часто боятся страхов.
Вы знаете, я вот с чем столкнулся. Очень часто, сейчас я договорю по девочке, скорее всего, это у нее активный гормональный рост. Почему у нее грудь очень быстро растет? Видимо, это связано с огромным, наверное, выделением пролактина. А почему выделяется огромное количество пролактина? Огромное количество пролактина выделяется в том случае, если у человека блокируется допамин, обычно или там гипоталамически гипофизарно что-то происходит. Что необходимо делать? Ну, первое, необходимо давать седативные препараты. Это нужно ставить на первое место. То есть это из наших препаратов Дитарекс, Паставит, Сирантал. Второе, необходимо увеличить прием магния. Магнум Цит 300 по 1 столовой ложке на стакан воды 3 раза в день. Третье, если очень быстро растут волосы, это говорит о активном процессе выделения гормонов, тогда необходимо принимать гормонорм. Также хочу сказать, что вероятно из-за стрессов начали выделяться гормоны надпочечников, адреналин, норадреналин, кортизол. И это все из-за стрессов происходит, что фактически может привести к росту груди, к быстрому росту волос и так далее. Поэтому для нее на первое место необходимо ставить такие седативные, успокаивающие, общего такого вот действия препараты. Ну и препараты необходимо принимать для похудения. Вот можно посоветовать гликоцитрохромин по 1 столовой ложке на литр воды, так чтобы эту воду на протяжении дня выпивала. Ирина Головач. Здравствуйте, Андрей Андреевич, мужу 60 лет. Нашли болезнь Пейрони. Боли нет, но вот опухоль есть небольшая. Кололи ему лидазу, витамин В вроде рассасывается. Какими препаратами или мазью ТФ можно полечить? Необходимо использовать препарат Рутин, Трибулус, дальше вариковазиновую мазь, Легкохода, Гормонорм. Все препараты принимать по 1 таблетке 3 раза в день. Также я уже на прошлом вебинаре советовал, очень хороший есть такой рецепт, включая заболевание Пейрони. Это топанье в воде. Набирается небольшое количество водички в тазик, человек раззувается и после этого босыми ногами топает в холодной воде. Это обязательно не менее 1 минуты. Потом ноги обтираются. Делать это необходимо 6 месяцев. Такие заболевания, как варикозное расширение вен, тромбоз сосудов, общее недомогание там, нижних конечностей, там, артериосклероз, развитие каких-нибудь развивающиеся проблемы на фоне сахарного диабета 1 типа и так далее. Это все можно вот таким образом восстанавливать. У мальчиков варикоцели можно убирать вот таким вот топанием в водичке. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У мужа синдром Карпала, не действует 3 пальца правой руки. Посоветуйте, как можно полечить, не прибегая к хирургическому вмешательству. Принимайте инфарктин, принимайте препарат Амин, принимайте препарат Карцекс и препарат Метекс. Таким образом сможете полечить карпальный синдром. Здравствуйте, подскажите, какими препаратами можно убрать проблему? У девочки 18 лет. Поступила в университет, далеко от дома, появились страхи до слез, боится уезжать из дома, нервничает, начала плохо спать и есть. Чем ближе до отъезда, тем больше паники. В основном по утрам. Учиться хочет, специальность нравится. Откуда во страхе непонятно. Общительная, много друзей, начала падать зрение, близорукость. Спасибо, с уважением, Лидия. Самая основная проблема людей заключается в том, что очень часто страхи в состоянии человеческого комфорта люди не испытывают. То есть мы в своей жизни, находясь или стремясь к бесконечному комфорту, забываем о том, что страх является точно таким же рефлексом, как смех. Человек часто смеется. Так вот, с одной стороны смех, с другой стороны страх. И вот как обычно это происходит. В обычной жизни, находясь в состоянии комфорта, подавлением страха являлся смех.
Смех с мамой, смех с близкими, смех с подругами. Это было спасательным. Такой рефлекс был спасательным кругом для психики ребенка. А когда ребенок выехал от родителей, первое, что он сделал, он вышел из состояния комфорта и попал в общество, где серьезность, как бы напыщенная, возможно, даже, является важным, ну, им кажется, что это важным таким моментом. Также могут не дружить с этой девочкой. Те, кто дружит, могут быть не добрыми людьми или там воспитанными по-другому. Она может не чувствовать состояние комфорта в этом случае. Что необходимо сделать? Как ни странно, если научить ребенка смеяться столько же, сколько он испытывает состояние страха, то в дальнейшем страх человек перестает испытывать. Это настолько проверено, я прямо очень рекомендую. Панические атаки, смейтесь, прям сквозь слезы, садитесь. Вот таким образом, если человек начинает смеяться, то это является терапией страхов. Особенно если человек привык. Обычно как это происходит? Живут девочки дома, смеются, щебечут, разговаривают с подругами, опять-таки что делают? Смеются, а потом приезжают, а там что? А там никто нигде не смеется, там только учеба, там только выживание, там только какие-то другие задачи, возможно, и так далее. Там серьезная такая вот как бы жизнь. При этом состояние комфорта уходит, человек забывает, что необходимо смеяться периодически, тем самым страхи накапливаются, так как в ходе адаптации к страхам смех является тоже важным рефлексом. Таким образом, если вы хотите научить ребенка смеяться, скажите, что если ребенок будет смеяться, и вы ей звоните часто так, чтобы она смеялась, а не только там по вопросам, там, как дела, все плохо или хорошо, ты плохо учишься или хорошо. Я не знаю, в общем, что нужно сделать. Обычно помогают мальчики. Ужас. То есть мальчики начинают знакомиться, после этого что делают мальчики? Обычно веселят девочек, правильно? То есть мальчики обычно веселят девочек, у девочек исчезают в дальнейшем вот такие депрессии, атаки, обсессии и так далее. И ребенку становится лучше. Второй вариант, если это не подходит, то начинайте принимать препараты с высоким содержанием магния, раз. Второе, препараты, которые будут убирать дистонии, два. Это препарат Диторекс нашей компании. Препараты, которые убирают панические атаки, возможно, только начинающиеся, это препарат Паставит. Также можно использовать препарат Паставит в виде капель, называется Депрингал. Можно вот так прямо брать несколько капель, ну, до 10 капель и прямо себе на язычок капать. Действие препарата мгновенное. Если у человека появляется вот такой страх или паника, ему достаточно 1, 2, ну 10 капель, там, ну даже пол пипетки рассосать, запить водой. После этого на протяжении 5-7 минут человек успокаивается, приходит в правильное состояние. Но еще раз хочу вам сказать, наша жизнь так устроена. В случае, если у человека появляются страхи, то где-то должен появляться смех. Поэтому не теряйте, люди, смеха, потому что это единственная возможность человеку избавиться от состояний страхов. Точно так же, как у человека появляется смех, также у человека появляется страх. Деваться некуда, обычно на это стоит обращать внимание. Моей внучке 7 лет, при ходьбе носочки ног заворачиваются вовнутрь, не знаю, что это нехорошо, чем можно помочь. Необходимо показать ортопеду, так как, скорее всего, у вашей внучки формируется, ну, возможно, неврологическая проблема, возможно, это там плоскостопие, или, возможно, косолапие, или там деформация тазобедренных суставов. Одним словом, наверное, вот так вот не получится помочь вашей внучке. Я считаю, что однозначно должен этим заняться врач и посмотреть на нее. Кат-кат, здрасте. На том вебинаре к вам обращалась по атеросклерозу сосудов. Подтвердился диабет. Завтра ампутация. Ой, боже. В итоге в каком объеме? Сейчас. Ой, что это? В каком объеме непонятно. Посинели пальцы, делаю советурные практики, йорш, из препаратов ТЭФ ничего не можем пока что давать. Помогите, чем можно помочь после операции с диабетом в таком случае? Возьмите рогозу или возьмите камыш
И его заварите 10, 15, 20 литров. Заваривайте его так: 1 столовая ложка на стакан холодной воды. Делается это так: завариваете, заливаете холодной водой, после чего он стоит в холодной воде целую ночь, а утром варите. Когда закипело, отцеживаете, так чтобы получилась 10-литровая банка. Ставите в холодное место по возможности, и после чего поете человека как можно больше именно вот этим составом. Если этим составом начать поить прямо там сегодня, завтра, послезавтра, то заметно улучшится состояние. Также в случае, если ампутация произойдет, то все равно давайте вот такую жидкость, потому что такая жидкость 100% поможет избавиться и поможет человеку улучшить свое состояние и сосудов, и диабета и так далее. Даже вылечить диабет можно, если принимать больше года. Брату 18 лет поставили диагноз булезная эмфизема легких. Когда занимается физическим, начинает болеть в левом легкое. Боимся, чтобы снова не лопнула булла. Часто болит голова. Какими препаратами ТФ ему можно помочь? Любые заболевания легких есть следствие заболеваний недостаточности кремния и заболеваний почек. Поэтому легкие необходимо лечить следующим образом. Ренокс для почек, популин для почек, ингаляции с канцерамидин, чайная ложка на стакан воды. Делайте ингаляции по 10 минут. Канцерамидин по 1 столовой ложке на стакан воды 2-3 раза в день. Спорт исключить. Дальше рутин по 1 таблетке 3 раза в день. Дальше обязательно вертебралис по 1 таблетке 3 раза в день. Каолин 1 столовая ложка на стакан воды 1 или даже 2 раза в день, не менее 15 дней. Кстати, хочу вам сказать, одна женщина меня поблагодарила, это произошло на прошлой неделе. Она написала, что муж ее больше 20 лет использовал алкоголь и был алкоголиком профессиональным, то есть с запоями, с врачами. И она начала ему давать каолин. Когда каждое утро он просыпался, она после завтрака давала ему 1 стакан воды, куда добавляла 1 столовую ложку каолина. На протяжении 1 месяца мужчина полностью отказался от приема алкоголя, и на сегодняшний день, пропив курс 2 месяца, больше алкоголь не принимает. Когда вдруг у него происходит тяга, он сам к ней приходит и говорит: дай мне, пожалуйста, каолин вместе с водичкой, я хочу выпить, потому что мне помогает избавиться от тяги к алкоголю. Я могу сказать, что улучшить этот совет еще более можно, если добавить вместе с каолином 1 столовую ложку препарата Magnum Cid. В случае, если у человека запои, в случае, если человек зависим, выпаивание его каолином с магнием мгновенно и очень быстро и очень эффективно улучшает общее состояние и устраняет тягу к употреблению алкоголя в дальнейшем, одновременно улучшая и общее физическое состояние такого зависимого человека. Лидия, огромное спасибо за ваше стремление помочь людям советом, препаратами. Спасибо и вам. Валентина, здравствуйте. Пожалуйста, помогите нам с лечением препаратами. 7 лет болею. Ставили диагноз цистит, вульвовагинит, атрофический рецидивирующий генитальный герпес. Чувствую тревогу, раздраженность. Огромное вам спасибо, низкий поклон. Первое, что необходимо делать, начать принимать препарат Альбикан. Принимайте препарат Альбикан по 2 таблетки 4 раза в день и препарат ГВИ по 2 таблетки тоже 4 раза в день. Лизоцим. 1 чайная ложка на стакан воды. Это будет у вас жидкость для спринцевания. Плюс 1 чайная ложка вещества фемосан. Вот таким веществом на ночь спринцуйтесь утром и вечером. Полностью исключите употребление любой глюкозы. Третье, препарат лангин, он же лизоцим, препарат лангин, 1 чайная ложка на стакан воды. Можно добавить еще чайную ложку каолин и чайную ложку антитокс. Но тогда не на 1 стакан воды, а на 2 или даже на 3 стакана воды. Принимайте такую жидкость на протяжении дня 2-3 или даже 4 раза в день.
Данный курс используйте на протяжении 2 месяцев, и после чего однозначно улучшится ваше состояние. Мой вопрос улетел вниз. У старшего ребенка на подошве белые пятна, 20 лет. Сейчас у второго 10 лет на подошвах и ладонях шипицы. Как вылечить? У нас есть мазь такая, она называется Габана. Берете на салфетку, смазываете этой мазью, накладываете прямо сверху на место, где есть шипица, одеваете сверху носок и кулек. И ночью, чтобы вот так спал. Если делать так на протяжении, ну, хотя бы месяца, то вот таких шипиц не будет. Иначе только вырезать нужно будет. Препараты Ликолела, Лангин можно пить при камнях в желчном пузыре? Да. Евгения, здравствуйте. 2 года была операция, лапоктомия, курс химиотерапии лучевой. Наблюдалось, все нормально. 5 дней назад прошла КТ, обнаружили небольшой очаг в правом легком, неясно пока этиологии. Заказала ваш препарат канцеромедин, супрокаолин, железняк можно и не пить. Гастрит атрофический тогда нужно. Что мне еще нужно принимать? Схема лечения, дозировка. Принимайте препарат Метикс и Диа. Метикс принимайте по чайной ложке на стакан воды 3 раза в день. Диа по 1 капле на 1 столовую ложку. Первый день по 1 капле на столовую ложку 3 раза в день. Второй по 2 капли 3 раза в день. Третий день по 4 капли 3 раза в день. Так до 10 капель в обратную сторону. Данного препарата хватает на 2,5-3 года лечения. Вот так вот он выглядит. Очень эффективен. Могу сказать, что исследования показывают прямо невероятные хорошие результаты. Еще не стоит забывать об изотоне. Чайная ложка изотона 1 раз. Ну и соба по 1 таблетке 3 раза в день. Ничего, вы выздоровеете, не умираете, не переживайте. Как можно избавиться от коричневых пятен на лице и ногах? На ступне правой стороне уплотнения. Пятна темные на лице и где-либо являются следствием повышающегося холестерина. На ступне правой стороне уплотнение плоскостопия менее чувствительно. Что это может быть? Вальгус. И как можно полечить? Имею диабет и нейропатию. Скорее всего, не только диабет, а еще и высокий холестерин. Нейропатию, мышцы ног дрябнут, худеют, слабость. Выписал атеросклеропатин, вариковазиновую мазь. Что еще можно принимать? Возьмите спрей, который называется спрей гликоцитрохромин. На протяжении дня до 10 раз, по 1 разу делайте пшики. Устраните любую пищу, которая сладкая по вкусу. Третье. Принимайте препарат гликоцитрохромин. 1 столовая ложка на 1 литр воды. Туда же 1 столовую ложку каолин. Пейте вот такую воду, взбалтывая. Выпивайте на протяжении дня пол-литра или, если сможете, даже целый литр. Это очень быстро и очень заметно улучшит ваше общее состояние. Прямо очень заметно улучшит. Принимайте рутин, легка хода, по 2 таблетки 3 раза в день. Дальше. Валентина, помогите нам. 7 лет болею, ставили диагноз, ответил. Цистит вульвогенит, ответил. Год назад был 1 узел в щитовидной железе, сейчас их несколько. На УЗИ сказали, после химии в 2016-2017 году последствия. Брови и ресницы весной поредели сильно, отсутствие энергии и сил. Трудно сбрасывать лишний вес. Принимаю месяц бетулин, хорошие результаты. Эмбрио, концентрат золотом. Начали делать ингаляции серебром. Через день пить магнум С300. Что мне для щитовидной железы? Если это узлы, нужно принимать Миомакс и Теротазин. Миомакс и Теротазин. Также используйте препарат Метикс. Миомакс принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Теротазин по 2 таблетки 3 раза в день. Метикс 1 чайная ложка на стакан воды, 2 стакана на протяжении дня. На область щитовидной железы накладывайте, делайте аппликацию или компресс с глиной. Просто смешивайте с физраствором глину и накладывайте как тесто на область шеи. Здравствуйте, у меня возникает нестерпимый зуд во внутреннем уголке одного глаза. Как можно убрать это? В случае, если зуд в глазу появляется, также в ушах, также в носу, также где-либо
Это говорит о аллергии. Как правило, это аллергия. Также в случае, если этот зуд появляется в глазе, то это может быть еще и конъюнктивитом, то есть инфекционным заболеванием. Или даже блефоритом. Каким образом можно это убрать? Ну, попробуйте проверенный советский способ, это использование заварки чая. Когда вы завариваете чай черный, то не торопитесь выбрасывать пакетик, а накладываете его на глаза на 1-2 минуты. Также очень рекомендую использовать капли левофлоксациновые или капли левок. Из моих капель можно капли для глаз Optimax, как-то они называются, сейчас я посмотрю. Они называются Афтар. Капли Афтар. Да, капли Афтар, они снижают воспаление, снижают зуд в случае, если имеется, снижают там микрораны, убирают, устраняют заболевания сосудов глаз. Можно ли делать ингаляции серебром, германием, ванадием при гипертиреозе? Можно, это совершенно безопасно. Андрей Андреевич у меня часто возникает, ответил. Я уже задавал вопрос по использованию мази вертебралис, кроме позвоночника. Смазываю воротниковую зону, можно и шею. Все сильно покраснело, сильный зуд и жжение. Наверное, что-то делаю не так. Может надо делать перерыв. Дело в том, что там в этой мази находятся активные действующие вещества. Конечно же, эти активные действующие вещества, они могут привести даже к появлению ожога. Поэтому все хорошо делать в меру. Поэтому используйте данную мазь только 1 раз в день или 2 раза в день. Ну и по возможности все-таки на позвоночник. Но я так понял, что у вас просто очень болит. Видимо, у вас болит шейный отдел, и вы не знаете, как спастись. Я хочу вам дать совет. Возьмите физраствор. Добавьте на 1 стакан физраствора не менее 30-40 капель йода. Вмакните тряпочку. Эту тряпочку наложите себе на место, где у вас болит. Делайте такой компресс теплым, делайте его на протяжении 1 дня, с завтрашнего дня болеть шея уже не будет. Как можно убрать видимые капилляры на ногах, не толстые? Вот я сегодня говорил о топанье в тазике с холодной водой, это помогает. Также поможет препарат Рутин, легка хода, а также поможет препарат вариковазиновая мазь. Скажите, завар из камыша при варикозном расширении вен можно принимать? Нет, он не помогает при варикозном расширении вен. И даже при сосудистых проблемах он малоэффективен. Это исключительно препарат, который снижает глюкозу в крови. Он очень помогает при сахарном диабете 1-го типа, улучшает иммунитет. Скоро выйдет препарат, он будет называться у нас, неважно как называться, он будет сделан из экстракта вот такого камыша, очень эффективен. Что из народных способов для лечения сосудов ног? Я рекомендую использовать мускатный орех, дальше крапиву. Очень рекомендую использовать листочки вишни высушенные, листья смородины черной, крыжовника, малины. Вообще при сахарном диабете вообще средства для похудения это то, что растет у нас в огороде. Там такие растения, которые растут как колокольчики, лучшие средства при заболеваниях артериальное давление, артериальная гипертензия. Малина, листья малины, ежевики, крыжовника, даже вишни, дальше листья клубники, шелковицы, высушенные и перемолотые, могут использоваться как препарат от ожирения. При этом шелковичные листья еще и помогут нам избавиться от старения, то есть разглаживают морщины, улучшают общее самочувствие. Здравствуйте, я буду ходить, диагноз не ставят, инвалидность не оформляют, колени не разгибаются, найду ли я врача?
Боритесь за себя. Чем можно восстановить слизистую носа? Дочь 7 лет каждый день использует сосудорасширяющие капли, сильно закладывает. У нас есть капли торгопиновые, пусть ими закапывает, они очень эффективно уберут раздражение слизистой оболочки. У меня началось заболевание в апреле-мае на фоне аллергии, полиартрит. Вы мне посоветовали месяц принимать каолин, лонгин, эмбриона, концентрат, антитокс. Супер. Боли прошли, а с ними гастрит, панкреатит и рефлюкс. Снизился аппетит, потеряла 2 килограмма. Что принимать дальше? Месяц закончился. Я считаю, что можно данный прием препарата продолжить еще 1 месяц. 2 месяца пропьете и после этого забудете о своих болячках. Здравствуйте, сейчас время консервации. Как вы относитесь к тому, что в закатку добавляют таблетки ацетилсалициловой кислоты? Положительно отношусь. Ведь всю зиму и до поздней весны мы питаемся каждый день какой-нибудь консервацией. Я считаю, что ацетилсалициловая кислота в закрутках это спасение для людей. И вы правильно делаете, что используете ее. Потому что есть такие люди, которые вообще антибиотики сыпят, там стрептоцит какой-нибудь. Я могу сказать, что ацетилсалициловая кислота тот препарат, который доказанно убирает у человека заболевание онкология желудка. В случае, если человек принимает хотя бы 1 раз в месяц ацетилсалициловую кислоту, которая практически никак вредно не оказывает, никакого вреда не оказывает нашему организму, кроме гастритов, если ее принимать на голодный желудок. И в случае, если человек принимает даже 1 таблетку ацетилсалициловой кислоты 1 раз в месяц, то это убирает у него вероятность, снижает вероятность заболевания онкологии желудка до 40-50%. Это достоверные факты, можно их найти в Википедии. Я могу где-то чуть-чуть ошибаться, если необходимо, отдельно по этому семинар проведу. Я считаю, что использование сладких варений зимой вредно для человека. Я считаю, что варенье само по себе это вредный продукт питания для человека. Сгущенка и варенье это нехорошо. Есть такие продукты питания: шоколад, сгущенка, варенье, блины сладкие какие-нибудь. И вообще наша тяга безумная к сладостям, печенье, вафельки, конфетки. Это все чрезвычайно опасно. Вам 40 лет, поставьте тире и напишите: до 40 я был малышом, теперь я взрослый. Малыши любят сладкое, теперь я не малыш. Теперь я выросла и себе не буду позволять. Так вот, если детям это в радость, то взрослому это в горе. Именно поэтому я хочу сказать, что употребление сладостей, употребление алкоголя для человека больше 40 лет или возрастом старше 40 лет, это преступление перед самим собой. Ни в коем случае этого не делайте, этого делать нельзя. Также обязательно согревайтесь, не охлаждайтесь, старайтесь делать так, чтобы вы были все время в тепле. Смотрите на то, чтобы ноги были у вас все время в тепле. Смотрите, как все развивается. Ноги на холодной плитке – гайморит. Ноги на холодной плитке – заболевания яичников. В дальнейшем начинают болеть яичники. Человек сидит или под кондиционером или еще где-то, начинаются проблемы, связанные сначала миозит, после этого начинаются проблемы позвоночника, листозы, может привести даже к грыже Шморля и так далее. И это все на фоне того, что человек просто периодически замерзает. Мы теряем тепло внутреннее, так сказано в тибетских учебниках. Когда человек на протяжении жизни теряет тепло, то вот все заболевания, о которых вы говорите, включая ожирение, это потеря внутреннего тепла. Тибетская медицина говорит, что каждый человек должен начинать свое утро с употребления имбирного чая. Берется 1 столовая ложка, 1 чайная или столовая ложка имбиря, добавляется небольшое количество лимонного сока, желательно кислым пить, и пьется. Иногда люди говорят: Андрей Андреевич, я не могу пить кислое, мне очень плохо. А вы начните и заставьте себя. Возьмите, допустим, препарат гликоцитрохромин, который, кстати, сегодня можно купить со скидкой 15%, пока идет этот вебинар. Также препарат «Красивая фигура 1», «Красивая фигура 2» и глюконорм. Это препараты, которые борются с анаболическим синдромом, метаболическим, вернее, синдромом. И можете принимать все эти 3 препарата
гликоцитрохромин по одной столовой ложке на 1 литр воды на протяжении дня. Это очень подкисливает воду и очень улучшает настроение, самочувствие. Человек худеет. Естественно, было бы хорошо, если бы предварительно вы себя нагревали под душем, но не в ванной. Светлана Аминова, подскажите, уже несколько месяцев периодически появляются несильные, перемещающиеся боли внизу живота, чаще слева, иногда справа и посередине, иногда тянущие, иногда режущие и сковывающие. По гинекологии сказали, все хорошо. Если по гинекологии все хорошо, то такие боли могут являться болями почек. Для того, чтобы этого не было, пропейте препарат Ренокс и Ренфека по 2 таблетки 3 раза в день. Еще хорошо урализ и манкулит по 1 чайной ложке каждого из них на стакан воды. 1 стакан 1 раз в день. Лена, ого-го, недавно болела дочка, уже ничем не снималась температура, дала ацетилсалициловую кислоту. Температура спала, думала, что плохо. Низкий вам поклон, уважаемый Андрей Андреевич, спасибо большое за ваши бесценные вебинары. С уважением к вам. Спасибо и вам тоже. Несколько слов хотелось бы сказать о моих препаратах. Каолин, лангин, эмбриоконцентрат, антитокс. Каким образом можно принимать данный препарат или данную смесь? Рекомендую использовать следующим образом. Брать 1 литр воды или 1,5-литровую бутылку и добавлять четверть чайной ложки эмбриоконцентрат, 1 чайная ложка каолин, 1 чайная ложка антитокс и 1 чайная ложка лангин. И использовать вот такую воду на протяжении дня. Чем больше вы будете пить, тем лучше. Что это вам даст? Первое. Заболевания легких, заболевания ревматоидный артрит, заболевания климак, заболевания кишечника, заболевания почек, заболевания цистит, заболевания позвоночника, рефлюкс, храп, нервные состояния, ощущение тошноты по утрам, болезни пилонефрит, хронические заболевания почек, печени, 12-перстной кишки. Это все устраняется только на фоне приема данных препаратов. Хотите дополнительно похудеть, в эту же бутылку доливайте 1 чайную ложку препарата гликоцитрохромин. Таким образом, принимая только в 1 бутылке, только водичку с этими препаратами, вы заметно улучшите самочувствие. Антитокс улучшит состояние волос, сосудов, кожи, помолодеете. Лангин является веществом лизоцимой в той концентрации, которую я вам даю, приведет вас к мощному антибактериальному, противогрибковому, противовирусному и иммуномоделирующему действию. И вы заметно начнете лучше чувствовать. Естественно, препарат просто тотально улучшающий иммунитет человеку, это эмбриональный эликсир. Это, конечно, большое чудо, что нам разрешили вообще его делать и продавать в Украине. Марина Денисова. У вас есть волшебная таблетка, белая, да. Моя подруга страдает повышенным давлением, которое повышается несколько дней в конце месяца. У нее климакс лет 10. Возможно, это женские дни. Да. А сейчас говорит, что возможно что-то замкнуло на шее, на горбике. Ну, скорее всего, нет. И просит мужа-инвалида после инсульта помассировать ей это место. Рядом с ней сейчас на даче только больной муж и внучка. Зеленую нитку носит, раньше защемляла в пояснице, сейчас все хорошо, но не снимает. А вот давление никак не покинет ее. Говорит, может габану купить? Нет, вертебрализовую мазь смазывает шею. А вообще очень хорошо попринимать препарат Климактерикс, Серантал и Тонизон. Также тонизон на сегодняшний день есть у нас еще вот в таких каплях, называется нормалин. Рекомендую по 30 капель на столовую ложку воды 4-5 раз в день. Мягко, очень приятно снижает давление. Также хочу вам сказать, что давление, как правило, является процессом психическим. И что очень часто недосыпание ночью, невысыпание, поздно ложится, рано встает, переживание в ночное время может приводить к поднятию артериального давления. Также артериальное давление может быть просто проявлением транзиторной панической атаки, которая в целом проявляется вот так. Как определить? В случае, если
давление повышается резко и мощно, это скорее всего не связано с сердцем, это связано с психикой. Для того, чтобы этого не было, можно попринимать там шишки хмеля, можно попринимать мяту, крапиву, можно там, что у нас дома есть такое, что может снижать давление у человека, диаскорею, можно дубовые листья, они тоже снижают человеку давление. Дальше листья ивы и листья березы, если высушить и заваривать, это тоже снизит давление человеку. Дальше из моих препаратов тонизон, ну там как карта ляжет, конечно. Помогите осложнения после лечения герпеса, воспаление тройничного нерва и герпесная невралгия. Как снять зуд лица и десен? К лицу нельзя дотронуться, ночью невозможно спать. Вам поможет два моих препарата. Первый — вариковазиновая мазь или ментольная мазь. Лучше вариковазиновая. И второе — спрей артраминовый. Это быстро прямо уберет у вас. Также из медпрепаратов, которые вам врач должен назначить, это, конечно, препарат финлипсин. 40 миллиграммов, полтаблетки утром, полтаблетки вечером. Ксения, мне 42 года, диагноз множественная миома матки больших размеров, киста в яичнике. Были проведены 2 абляции, опухоль уменьшилась незначительно. Теперь настоятельно рекомендуют удалить орган. Применяли препарат F, Миокс женское здоровье, Эмбрио плюс, канцерамидин. Подскажите, что еще можно поприменять? Очень хочется удалять орган. Возьмите, как я говорил, на 1,5 или 2 литра воды антитокс, эмбриональный эликсир, четверть чайной ложки, каолин 1 чайная ложка, гликоцитрохромин 1 столовая ложка. На протяжении дня пейте. На область матки накладывайте салфетку с уксусом, принимайте препарат Matrix Norm, Miomax и Endonorm по 2 таблетки 3 раза в день. Месяц после этого делайте исследования. Если будет хороший позитивный результат, вернее отрицательная динамика, если будет, то есть будет уменьшаться, то тогда можете продолжить данный курс. Подскажите, мерзну, сплю под 2 одеялами, ноги и руки мерзнут. С чем это может быть связано? Это может быть как раз то, что называется вегетососудистой дистонией. Также это может быть предвестником вашей атаки панической. Также это может быть реакцией на стрессы. Также это может быть анемией. Что необходимо делать? Необходимо увеличивать, как говорят тибетцы, внутреннее тепло. Увеличить его можно 2 препаратами. Это сурактам по 1 чайной ложке 3 раза в день и КФС 1 таблетка прямо перед самым сном. Это улучшит ваше состояние. Еще бы посоветовал L-триптофан, тоже по 1 таблетке 3 раза в день. В этом году урожай большой малины, облепихи и мяты. Как можно использовать с пользой? Малина, ее листья, они снижают у человека ожирение. Если пить малину, то можно снизить ожирение. Облепиха. Возьмите облепиху, перемелите ее и смешайте с подсолнечным маслом. Отожмите. Вот то вещество, которое получится, принимайте по чайной ложке. Это снижает холестерин очень мощно. Дальше мята. В случае, если заваривать мяту и пить, то убирает артериосклероз нижних конечностей. Также как снотворное действует. В случае, если мяту использовать длительное время, то лечит заболевания язвы 12-перстной кишки и язва желудка. Также спиртовой настой мяты лечит заболевания желудка, а также снижает вес. Вот. С вами был Андрей Дуйко. Мне было очень приятно сегодня присутствовать на данном вебинаре. Меня попросили не делать данные вебинары очень большими. Еще раз большое спасибо. Прямо сейчас, еще 1 час, вы сможете купить препараты гликоцитрохромин, красивая фигура и красивая фигура 2 и глюконорм по скидке минус 15%. Это все препараты, которые снижают вес, убирают у человека ожирение, метаболический синдром, а также снижают у него риск болезни ожирения, сахарного диабета 2 типа. До свидания. С вами был Андрей Дуйко. Будьте здоровы. И будьте здоровы всегда. До свидания.